Сказка «Принц Ворон», глава 8. Хозяин замка. Злая королева пришла в свои покои и собралась лечь спать. Она увидела на кровати белый комок бумаги, схватила его и удалилась в свою потайную комнату. Приступила к приготовлению зеркального зелья. Когда оно было готово, бросила в него своего шпиона и прошептала: «Покажи мне все, что увидено и что услышано». Она смотрела в зеркальное отражение, а ее лицо в этот момент приобретало желто-зеленый цвет. Тошнота подкатывала к горлу. Злость переполнила ее и в виде желчи вышла из ее утробы наружу. Закричала ведьма. Она в ярости ударила по чану, и он упал на пол. Все зелье расплескалось на мелкие, средние и большие капли. В каких-то из них был отображен улыбающийся принц, в других — ворон, усмиряющий стихию огня и ветра, в некоторых — красивое и белоснежное лицо спящей замарашки, а в остальных — чудесное превращение ворона в человека. И во всех этих каплях зеркального зелья отображались счастливые лица принца и Анисии. Снова крикнула колдунья во весь голос, сжав свои кулаки от злости. «Не бывать этому! Я уничтожу их обоих!» — кричала ведьма. Она снова и снова изрыгала из себя желчь, металась по комнате, как зверь. Когда страсти утихли, и она немного успокоилась, задумалась, а потом произнесла: «Нет, я отомщу им обоим иначе. Я сама выйду замуж за принца, а эту девку превращу в такое чудовище, что он ее никогда не узнает». От этой мысли ей полегчало, и она продолжила размышлять. Как выманить замарашку из замка ворона? А тем временем в замке ворона этой ночью Анисия не могла уснуть. Она ворочалась сбоку на бок, но ничего не помогало. В ее душе поселилась тревога, и чтобы отвлечься от нее, она решила прогуляться по замку. Проходя мимо лестницы, ведущей к спальне хозяина, она услышала стон, и это насторожило ее. Стон повторился. Он говорил о сильных страданиях. Девушка поспешила, поднялась по лестнице и подошла к покоям. Дверь была приоткрыта, и оттуда вновь донесся стон. Она тихо, с осторожностью распахнула дверь и вошла. На кровати на животе лежал красивый молодой человек. Он был одет им наполовину, не было только рубашки, и на спине виднелись сильные ожоги. Ноги были слегка прикрыты одеялом. Юноша во сне попытался перевернуться, но от боли вновь застонал. Сердце Анисии сжалось от сострадания. Она знала, какую боль эти ожоги ему доставляют. Девушка повернулась и быстро направилась в лекарню, взяла мазь для облегчения боли и поспешила обратно. Замарашка вошла в спальню, присела на кровать, открыла баночку и стала очень аккуратно, стараясь не причинять боль, наносить мазь на спину. Когда она почти закончила, юноша зашевелился и хотел встать. «Не вставайте, прошу вас, я еще не закончила». Она смазала все места с ожогами, закрыла баночку, встала с кровати, отошла немного дальше и произнесла: «Простите, хозяин, я случайно попала в ваши покои. Вы нуждались в помощи, вот я и оказалась здесь.
Можете меня за это наказать». Он взял рубашку и стал одевать ее на себя. «А есть за что наказывать? Разве за добро наказывают?» Усаживаясь на кровати и повернувшись к ней лицом, спросил юноша. Анисия встретилась взглядом с молодым человеком, но не могла долго смотреть в глаза этому прекрасному юноше. Ее сердце бешено колотилось. Девушка опустила взгляд и, не подавая признаков волнения, ответила: «Не знаю, некоторые люди и за доброту могут обидеть и прогнать, поэтому я ко всему привыкла. Прощать и продолжать помогать – это все, что я умею». Глядя на Анисию, еле сдерживаясь, чтобы не улыбнуться, принц спросил: «Так это вы живете в моем замке в качестве гостя?» «Да», – тихо ответила она. «Вам здесь не скучно?» – спросил он и добавил: «Зная этого пройдоху ворона, я думаю, что вы остаетесь всегда в одиночестве. Он редко бывает в замке, и вы умираете от скуки, я прав?» «Нет, нет, мне не скучно. Я привыкла быть одной. Я не навязываю никому своего общества и стараюсь не докучать ему. А если я вам доставила неудобства, то завтра я покину ваш замок». «Ну что вы, ни в коем случае. Оставайтесь. Не то этот заклюет меня за то, что я выгнал вас без его согласия». «Он не злой, он не причинит вам вреда, он мой хороший друг», – взволнованным голосом сказала девушка. «Вот и славно. Тогда оставайтесь ради своего хорошего друга». «Спасибо, хозяин», – поблагодарила она его. «А мои слуги вам не докучают?» – вновь спросил он замарашку, еле сдерживая улыбку. «Нет, что вы, они никак мне не мешают. Я сама немного помогаю им по хозяйству, поэтому мне не скучно. Я не страдаю от одиночества». «Это хорошо», – с выдохом произнес хозяин замка, потом добавил: «Ладно, уже поздно. Вы, наверное, устали и хотите спать. Отправляйтесь к себе». «Да, хорошо. Я сейчас уйду». Она повернулась, чтобы уйти, но, задержавшись, добавила: «Но если я чем-нибудь смогу вам помочь, то можете меня разбудить». «Думаю, не понадобится. Боль уже затихла. Этого достаточно». «Да, совсем забыл. Спасибо за мазь. А теперь ступайте к себе. Ступайте, ступайте», – он повторил дважды. Когда Анисия повернулась к двери и пошла, он проводил ее своей улыбкой. Принц еще какое-то время сидел на своей кровати. Он уже знал, что через пару часов он снова превратится в ворона. Конец 8 главы. Мои дорогие друзья, закончилась еще одна глава. Но это еще не конец. В следующий раз мы с вами узнаем, что случится с принцем Вороном и Анисией. А пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а я с вами прощаюсь. До скорой встречи, мои дорогие. Сладких вам, сладких снов.